Ответственность – это просыпаться среди ночи и просыпаться рано утром. В трудные моменты находить общий язык, держать обещания, работать в команде, учиться вечному и учить новому, ценить моменты, когда мы вместе, уметь радоваться настоящему и смело смотреть в будущее. Быть всегда рядом, чтобы каждый клиент чувствовал себя уверенно и спокойно. Сбер. Всегда рядом. Приветствую в прямом эфире «Большой космос». Ключевые заявления первого руководителя госкорпорации, работа космодромов, производственные достижения отрасли, экспертные оценки. В общем, самые интересные события и люди отечественной космонавтики. Поехали! Рабочее совещание по вопросам готовности к запуску российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» провел в НПО Лавочкино генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Среди участников совещания были представители предприятий госкорпорации и Академии наук. С докладом выступил главный конструктор проекта Павел Казмирчук. В НПО Лавочкино в настоящее время завершаются активные работы по реализации одного из приоритетных для российской науки проектов, собственно, созданию космического аппарата «Луна-25». Он впервые должен совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. В ближайшее время собранный космический аппарат будет отправлен в научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, это в городе Пересвете, для проведения комплексных электрических испытаний в специализированной вакуумной камере. Вопросы взаимодействия Роскосмоса и Минстроя России по использованию сервисов ДЗЗ в интересах строительной отрасли и ЖКХ, а также строительства космодрома «Восточный» обсудили генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Рек Файзуллин. Рабочая встреча прошла в рамках визита в научный центр оперативного мониторинга Земли холдинга «Российские космические системы». Подробности у моего коллеги Сергея Тюрина. Уникальный проект Роскосмоса, уникальный в мировом масштабе, потому что нет космических аппаратов на сегодняшний день высокоэллиптических, которые наблюдали бы северную полярную шапку и северную нашу территорию. Отсюда на Землю смотрят из космоса и наблюдают то, что потом становится востребованным контентом и актуальными данными для бизнеса и госструктур. Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Реку Файзуллину рассказывают, как получают спутниковую геоаналитику для мониторинга и контроля во всех сферах. Мы хотим им предложить помимо съемки еще контроль, допустим, за контейнерами. Каждый контейнер мы можем давать информацию, где он конкретно находится, в каком месте, какой конкретный момент. За счет использования системы «Гонец», которая позволяет снимать информацию с датчиков, закрепленных на каждом контейнере. Для строительства и ЖКХ особенно актуальны сервисы цифровой земли, подразделения РКС компании Терратех. С их применением все работы по крупным инфраструктурным объектам видны как на ладони. Причем получение и обработка такой необходимой информации на многих этапах автоматические. Раньше региональный центр, огромные накладные расходы, огромное количество персонала. Сейчас техника, которая просто утром приходит, проверяет, обслуживает. Все управление здесь. Вот они там планы спланировали, станции сразу разворачиваются, ждут аппараты. И вот такой поток по России матушки распределяется между станциями. И сюда все сходится. Сегодня при помощи цифровых геосервисов уже можно определить стадию строительства, зафиксировать активность в той или иной части объекта, определить строительную технику и наличие материалов. На основе стереосъемки ДЗЗ рассчитывают объемы произведенных земляных работ, например, объемы насыпи и выемок грунта. Все эти возможности в дальнейшем планируют соединить с кардинально новыми подходами в строительной отрасли.
Рабочая встреча по развитию движения студенческих отрядов на космодроме «Восточный», объектах наземной космической инфраструктуры, прошла в госкорпорации «Роскосмос». Перспективы большого и нужного дела обсудили генеральный директор Дмитрий Рогозин, председатель правления российских студенческих отрядов Михаил Киселев, депутат Государственной Думы Денис Кравченко. Кстати, к строительству «Восточного» привлекут и российских студентов, и лучших бойцов студотрядов Республики Беларусь. От Беларуси в рабочей встрече в онлайн-режиме участвовали второй секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров и командир республиканского штаба студотрядов Надежда Шаховская. Говоря о космодроме «Восточный», мы, в принципе, говорили как о неком пионерском проекте, который, в принципе, должен быть распространен на все крупные инвестиционные проекты, которые в отрасли ведутся. Это строительство новых производственных объектов, серийных заводов. С одной стороны, строительные отряды всегда рвутся туда, где интересно, а не просто можно где-то заработать. А стройка Восточного, она сама по себе, она уникальная, такая миссионерская стройка. В середине тайги вдруг на голом месте вырастает такое уникальное мирового уровня инженерное сооружение. Я, когда курировал ту стройку по поручению президента, еще работая в правительстве, понимал, что мне надо ввести некую альтернативную силу для того, чтобы сколыхнуть сам ход строительства. Это себя полностью оправдало. Ну а дальше уже возникли такие глубинные взаимные интересы, в том числе и в наших дочерних организаций. Для нас это своеобразно еще фильтр для отбора лучших ребят, которые потом находят свою работу и жилье, в том числе, на космодроме «Восточный». Это очень важно. Это и опыт уникального человеческого общения, опыт приобретения новой профессии, которая обязательно пригодится точно в жизни. Это первое материальное подспорье, которое необходимо при тех, относительно очень маленьких стипендиях, которые может себе позволить государство. Поэтому это хорошая история. Такой запрос существует от самой молодежи, от самого студенчества и тех, кто учится на авиакосмическую отрасль, да, и тех, кто строит, потому что строительство такого уникального объекта, здесь особые технологии, особый коллектив, и мы на самом деле действительно стремимся, и молодежь готова прокладывать дорогу в космос. Российская орбитальная служебная станция будет создаваться на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости особо отметил, что всегда выступал за высокоширотную орбиту. На орбите с наклонением 51,6 градуса все понятно и давно изучено. Мы не можем дальше работать в рамках пилотируемой космонавтики, не формируя для себя задачу, которая в корне отличается от того, что уже пройдено, что уже есть у советской и российской космонавтики. Станция на орбите с наклонением 96-98 градусов будет идеальна для наблюдения за Землей, считает Дмитрий Рогозин. Космонавты будут прилетать, ставить на внешний борт дорогостоящее высокоточное оборудование, в частности инфракрасного и радиолокационного наблюдения, обслуживать и ремонтировать его, а неисправные блоки можно будет доставлять на Землю для замены в случае необходимости. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин избран председателем Межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ. Решение в ходе третьего заседания этого совета принято единогласно. Дмитрий Рогозин будет возглавлять совет в период до проведения четвертого заседания, но планируется на первое полугодие 2023 в Таджикистане. Это большой космос. Развитие кадрового потенциала ракетно-космической промышленности обсудили специалисты и руководители HR-служб госкорпорации «Роскосмос». Как отметил в обращении к участникам 8-й отраслевой конференции Дмитрий Рогозин, сегодня, цитирую, «с вузами нужно работать совершенно иначе, чем прежде, каждый день созваниваться, пестовать лучших преподавателей, возить их и студентов на объекты ракетно-космической отрасли, а самое главное – постоянный живой контакт». Тему продолжит Николай Вдовин. 8-я итоговая отраслевая конференция руководителей служб управления персоналом ракетно-космической промышленности прошла в Санкт-Петербурге. Представители предприятий и организаций госкорпорации «Роскосмос» собрались, чтобы определить стратегию управления персоналом отрасли на ближайшие 10 лет. Приоритеты этой важнейшей работы обозначил в своем выступлении генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Люди, которых вы должны подбирать на работу, должны быть не только прекрасными инженерами,
выдающимися конструкторами, талантливыми технологами или просто рукастыми, значит, работягами, они должны быть еще гражданами. Они должны понимать цели и задачи, которые решает сегодня государственная корпорация Роскосмоса и все ее предприятия. В пленарной части конференции спикеры рассказывали о научных и технологических трендах космонавтики и о том, что необходимо предусмотреть при разработке стратегии управления персоналом для достижения стоящих перед госкорпорацией целей. Высокотехнологичная отрасль предъявляет повышенные требования к отбору лучших специалистов, ведь общий успех зависит от эффективности каждого конкретного сотрудника. Мы должны сверить позиции, мы должны подвести некий итог за прошедшее время, обозначить какие-то новые проекты, обозначить перспективы, куда мы идем, наметить векторы совместной работы, ну и, собственно, вот с этой информацией вернуться на свои предприятия и там уже реализовывать, да, все то, о чем мы здесь договорились. В рамках конференции участники обсудили перспективные методы эффективного управления человеческими ресурсами, в соответствии с которыми и будет выстраиваться HR-стратегия каждого предприятия. Взаимосвязь с вузами уже отработана много лет. Мы продолжаем работать и двигаться по тем направлениям и по тем векторам, которые были заданы уже несколько лет назад. Но на сегодняшний день мы просто уплотняем работу и обращаем еще большее внимание в плане отбора студентов, удержания их и, естественно, чтобы они пришли на наше предприятие. Не так давно Роскосмосом был утвержден рейтинг образовательных организаций по степени их влияния на развитие отрасли «Созвездие Роскосмоса». Активная работа в этом направлении продолжится. Одной из ключевых тем конференции стало создание консорциума между опорными вузами и организациями Роскосмоса. Предусматривается возможная поддержка вузам в части предоставления определенного вида оборудования, в части предоставления определенных грантов для поддержки наиболее талантливой молодежи студенческой. Создание корпоративной культуры, привлечение и удержание талантов, внедрение единой системы оплаты труда, развитие персонала, профориентация и, конечно, работа с вузами стали одними из ключевых направлений для будущей работы предприятий ракетно-космической отрасли. Ответственность — это просыпаться среди ночи и просыпаться рано утром. В трудные моменты находить общий язык, держать обещания, работать в команде, учиться вечному и учить новому, ценить моменты, когда мы вместе, уметь радоваться настоящему и смело смотреть в будущее. Быть всегда рядом, чтобы каждый клиент чувствовал себя уверенно и спокойно. Сбер. Всегда рядом. Прославленный отечественный космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин скончался на 83-м году жизни. Валерий Викторович Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. 21 марта 1973 был назначен на должность космонавта-испытателя. Валерий Рюмин совершил 4 космических полета общей продолжительностью 371 день, 17 часов 26 минут и 1 выход в открытый космос, 1 час 23 минуты. Космонавт был руководителем полета станции «Салют-7» и «Мир», руководителем программ «Мир НАСА» и «Мир Шаттл» с российской стороны. Валерий Викторович Рюмин неоднократно отмечен высокими наградами СССР, России и зарубежных стран. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Это Роскосмос ТВ, разбор полетов. Говорим о выдающейся деятельности астрономической обсерватории «Спектр-РГ», о неизбежных, как и в любом деле, проблемах, связанных с ее работой, и о светлых, я уверен, научных перспективах. В студии Александр Лутовинов,
Член-корреспондент Российской академии наук, недавно избранный, поздравляем, заместитель директора Института космических исследований РАН Михаил Котов, научный журналист. Михаил, ну, начинай. На самом деле спектр РГ — это одна из моих любимых тем. И мне все время... Поэтому мы тебя и пригласили. Да, мне все время обидно, что о нем мало говорят. Мне кажется, что мало у нас У тебя выходит есть шанс исправить это досадное упущение. Прямо сейчас. научно-популярных статей. Хотя это уникальнейший проект. Это космическая обсерватория российская, работающая в 1,5 миллиона километров от Земли на галоорбите. Она в точке Лагранжа L2 находится. И она создает карту Вселенной в рентгеновском диапазоне. И это уникальный проект, которого еще не было. Вот такой подробности карты человечество пока не создавало. Основная задача обсерватории, такая уже будем говорить, с технической точки зрения была, это сделать, для построения той карты, которую мы говорим, самой глубокой карты в рентгеновском диапазоне, это сделать обзор всего неба. Но не просто вот один раз обзор всего неба сделать, как до нее сделала немецкая обсерватория Россат в начале 90-х годов. Это были, конечно, потрясающие результаты, и десятилетия вот ученые пользовались этими данными. А построить карту, которая была бы в десятки раз глубже и детальнее, нежели вот самая лучшая карта в настоящий момент. Для этого нужно было сделать, и нужно сделать 8 обзоров, как мы оценивали, в течение 4 лет. То есть мы делаем обзор неба в течение полугода, и дальше эти 8 обзоров складываем друг с другом, улучшаем статистику, получаем самую детальную карту Вселенной. На обсерватории есть 2 телескопа. Правильно, Александр Анатольевич? Конечно, это известно. Как минимум 2, да. Это вам известно, мы напоминаем. Один из них российский, второй немецкий. Ситуация с немецким телескопом уже некоторое время активно обсуждается в медиа. Михаил, ну вот как профессионал медиа, несколько слов об этой истории. Весной 2022 года немецкие коллеги отключили телескоп Еросита от станции «Спектр-РГ». Он по-прежнему находится как бы в режиме как стендбай, когда мы телевизор выключили, а лампочка горит. То есть он может работать, но его попросили отключить, и он не работает на научных исследованиях. У меня вот в связи с этим вопрос. А что делает в это время сейчас наш Артекси? Действительно, Российский телескоп, руководителем проекта которого, кстати сказать, наш уважаемый эксперт сегодня является. 2 телескопа, Еросита и Артекси, они просто дополняют друг друга, стоят на обсерватории, потому что они работают в разных энергетических диапазонах. То есть, если Еросита работает в мягком диапазоне энергии, то Артекси работает в жестком, и они в такой некой синергии получают вот эту карту неба в разных диапазонах, карту всего неба в разных диапазонах, что позволяет, собственно говоря, глубже понимать и физику процессов, и находить объекты, например, которые там не видны Еросита и так далее. Для этого там параллельно можно будет делать космологические оценки. Мы решили изменить программу наблюдений и перевести ее в тот режим, который планировался после 23 года. Мы планировали... С опережением решили. С опережением, да. То есть мы даже... Сейчас о нашем отечественном телескопе. О нашем отечественном телескопе. Пришлось в оперативном режиме, буквально в течение недели, 10 дней, вот эти оперативные наши наработки довести до конечной стадии совместно с НПО имени Лавочкина и перевести телескоп, изменить его программу наблюдения всей обсерватории для того, чтобы решить задачи, которые ставились перед телескопом Артексе на второй период. То есть фактически мы как А плюс Б, Б плюс А. Мы часть, ту, которая должна была быть потом, перетащили на наблюдение сейчас. С тем, что когда ситуация нормализуется, мы снова можем перейти в обзор всего неба с 2 телескопами. Правильно понимаю, что когда вот сейчас Артекси смотрит, вы какой-то объект выбираете, смотрите, то это тоже определенная часть международной работы идет, что потом дополнительно какие-то еще наблюдения с других телескопов производятся? Безусловно. Программа сейчас сформирована таким образом, она состоит из нескольких таких больших частей. Первое, мы делали обзор всего неба, он большой. А теперь мы решили, мы это планировали, сосредоточиться на обзоре. Первая задача — это сделать самую подробную карту галактики, потому что в обзоре мы такого делать не могли, он все небо обзирает. А галактику мы хотим посмотреть с чувствительностью примерно в 10-15 раз глубже, лучше, чем это. И мы взяли маленькую область такой вдоль галактической плоскости, и мы сейчас так очень планомерно по ней идем, наблюдаем. Мы как раз примерно сейчас за эти 3 месяца где-то четверть галактики осмотрели, и сейчас перешли на южную часть неба, осматриваем. Буквально вчера мы переключились туда. Александр Анатольевич, спасибо огромное. Разбор полета обсерватории «Спектр-РГ» на Роскосмос ТВ. Оставайтесь с нами.
Своих не бросаем. На территории районов падения в Казахстане обнаружены фрагменты головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2-1А» «Донбасс», которая стартовала с космодрома Байконур 3 июня. На головном обтекателе сохранилась памятная символика флаги Донецкой и Луганской народных республик, а также лозунг «Россия своих не бросает». Фрагмент с официальной символикой демонтирован из головного обтекателя ракеты «Союз-2-1А», и в ближайшее время он будет доставлен в госкорпорацию «Роскосмос» для дальнейшей передачи руководству Донецкой и Луганской народных республик. Ближайшие пуски ракет «Союз» с Байконура состоятся в августе и сентябре этого года. Об этом сообщили РИА Новости в самарском РКЦ «Прогресс». А после успешного пуска ракеты «Донбасс» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-20», он, напомню, состоялся 3 июня, специалисты филиала «Цинки» космического центра «Южный» на Байконуре проводят послепусковые работы. Сейчас обследуется техническое состояние систем, агрегатов, зданий, сооружений стартового комплекса «Восток», определяется перечень и объем восстановительных работ. Весь процесс в комплексе занимает более месяца. За это время специалисты «Цинки» обновят бетонное покрытие газохода, заменят теплоизоляцию наземной кабельной сети, проведут покраску металлоконструкции стартовой системы и другие виды технического обслуживания агрегатов, систем и оборудования. Статические испытания опытного образца бака горючего первой ступени стендового блока перспективной ракеты-носителя «Союз-5» успешно провели специалисты ЦНИ и МАШи РКЦ «Прогресс». Испытания проводились под действием внутреннего давления с приложением испытательной нагрузки к элементам конструкции нижнего днища бака. Экспериментально определены значения и распределение напряжений в силовых элементах конструкции, жесткостные характеристики, а также проведено их сравнение с расчетными данными. По результатам испытаний подтверждена статическая прочность нижней части бака горючего с силовым кольцом стендового блока первой ступени «Союза-5», предназначенного для проведения холодных и огневых испытаний. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб участвуют в испытательных работах на базе гидролаборатории Центра подготовки космонавтов, в рамках которых они оттачивают навыки внекорабельной деятельности. Кстати, 10 июня Николай Чуб отмечает день рождения. Мы присоединяемся к поздравлениям. А подробности космических тренировок на Земле у Анны Шенцевой. Физическая подготовка космонавтов к работе не уступит тренировкам спортсменов перед Олимпиадой. Но одно дело разминаться перед марафоном на своем стадионе, а соревноваться потом на чужом. Другое дело готовиться к выходу в открытый космос, который на Земле можно выполнить, ну разве что в мечтах. Решение нашли в бассейне во всех смыслах. Условия в воде максимально приближены к невесомости. Олег Кононенко и Николай Чуб, которые дублируют экипаж 68-й экспедиции, уже приступили к подготовке по целевым задачам внекорабельной деятельности. Все почти как в открытом космосе. МКС, напарник и скафандры. Только в бассейне скафандры оснащают специальными грузами для нулевой плавучести, а безопасность и балансировку космонавтов обеспечивают водолазы. Космонавтам всегда работают 3 водолаза. Штатно. Один водолаз, он отвечает непосредственно за оператора, следит за его состоянием, за его самочувствием, я имею в виду визуально. Второй водолаз следит за состоянием скафандра, чтобы все было исправно, все работало. И третий водолаз следит вот за этим фалом жизнеобеспечения. Космонавтам предстоит работать в бассейне 4-5 часов, без отдыха и перерыва на обед. Работа эта нелегкая, если представить, что скафандр находится под избыточным давлением, и двигаться в нем очень сложно. Но Олег и Николай настроены очень бодро. Один из самых сложных моментов – это длительный переход с прокладкой кабеля. Там очень много кабельных держателей, которые нужно раскрутить, проложить кабели, закрутить, мелкая моторика. И все это в надутом скафандре достаточно тяжело. Просто если ты делаешь с удовольствием, если тебе нравится то, что ты делаешь, то и получается все хорошо. Это все. До скафандра нужно надеть специальный костюм. Он обеспечит космонавту охлаждение. Под костюмом медицинский пояс, который снимает телеметрические параметры. Кстати, видите вот эти ремни? Тоже очень важная деталь. У нас есть такая нештатная ситуация, если космонавт, работающий на внешней поверхности скафандра, и с ним что-то происходит со здоровьем, может потерять сознание, еще чего-то. У нас мы отрабатываем операцию, доставляем этого космонавта внутрь шлюзового отсека. Когда мы внутри выровняли давление и можем выйти из скафандра, то вот с помощью вот этих вот ремней, лямок, мы его можем выдернуть из скафандра.
достать. Работу космонавтов координируют инструкторы. Они ведут их по плану работ и корректируют действия. В этот раз проводилась отработка установки оборудования на модулях «Наука» и «Звезда». Кстати, программу задач, которые отрабатывали в этот раз, космонавты выполняли впервые. Даже основной экипаж к ней еще не приступал. Раньше Олега Кононенко и Николая Чуба тут были только инструкторы, которые разрабатывали и испытывали программу. В этом выходе одна часть задач посвящена интеграции MLM, оснащению нашего нового модуля «Наука», то есть установка на него СККО. СККО – это такая ферма, на которую в будущем будет устанавливаться различная научная аппаратура. Олег Кононенко, за плечами которого 4 полета и 5 выходов в открытый космос, работой доволен. Успели сделать все раньше и без нештатных ситуаций. То, что мы там наверху хорошо работаем, очень в большой степени зависит от тех людей, которые нас готовят и которые помогают нам здесь работать. А здесь очень большие профессионалы. Создать более 33 тысяч новых рабочих мест и принести российскому ВВП более 2 триллионов рублей может производство аппаратов многоспутниковой группировки «Сфера» и развертывание их на орбите. Об этом пишут РИА Новости. А вот для достижения таких показателей должно быть профинансировано создание группировки в полном объеме, предполагающем около 400 спутников на орбите. Развертывание группировки в таких масштабах является необходимым условием для создания и развития цифровой экономики нашей страны. Запуск первого аппарата «Сферы» — это спутник-демонстратор широкополосного доступа в интернет Скиф-Д, запланирован на октябрь 2022. После этого ожидается запуск спутника-демонстратора «Марафон», а в конце 2025-го — первого спутника высокоэллиптической системы связи «Экспресс-РВ». Российский оператор спутниковой связи «Альтаграскай» прорабатывает вопросы импортозамещения с НИИ космического приборостроения. Подробности прямо сейчас. Мы получили официальное уведомление о том, что денежные средства за непоставленное оборудование нам возвращено не будет. Оборудование преимущественно американское, Великобритании, Канады, Японии. У нас разнообразные корпоративные клиенты. В основном мы ориентируемся на нефтегазовую отрасль. Самая большая аудитория клиентов, с которыми мы работаем. Мы работаем также с банками, мы работаем с государственными компаниями, мы работаем с корпоративными клиентами, которые занимаются добычей угля, изыскательными работами, геолого-разведочными работами. На текущий момент на складах есть некое количество оборудования, которое нам достаточно для того, чтобы мы добросовестно исполняли свои контрактные обязательства перед нашими заказчиками. И долгосрочные, конечно, перспективы и надежды, чаяния, наверное, на разработку отечественной платформы спутниковой связи. Я считаю, что у НИИКП на данный момент есть разработчики, которые обладают достаточными компетенциями для того, чтобы реализовать этот проект. Кроме того, у НИИКП есть производственная база, которая может наладить производство данного оборудования. Мы уже в этом году провели с разработчиками совещания рабочие, в рамках которых мы с ними обсудили стратегию разработки приемо-передающего оборудования, антенного устройства, которое в комплексе составляет аппаратно-программный комплекс спутникового доступа. Надеюсь, что проект будет успешен, и совместными усилиями нам удастся реализовать эти амбициозные планы. Вы смотрите «Большой космос». Структуры государственной корпорации «Роскосмос» и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей совместно займутся разработкой дорожной карты. Она необходима для замещения импортного медицинского оборудования. Роскосмос – это не только про ракеты, космические корабли и спутники. Госкорпорация также занимается выпуском оборудования для газовой промышленности, транспортных систем, ЖКХ и медицины. Во время пандемии Роскосмос поставлял кислород медицинским учреждениям и производил аппараты ИВЛ. Сейчас в условиях санкций, ограничения поставок импортного оборудования вопрос о выпуске своей медицинской продукции стал особенно актуален. Представители Центра диверсификации Роскосмоса и Комитета по здравоохранению, фармацевтике и развитию информационных технологий в медицине обсудили возможности для совместного решения этого вопроса.
тот невероятный парк оборудования, которым сейчас обладает госкорпорация, не каждое частное предприятие может себе позволить. А имея высокостоящее оборудование, его нужно загружать. Поэтому понимаем, что в этом смысле у нас интерес абсолютно взаимовыгодный. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между структурами Роскосмоса и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей. Главная цель – разработка дорожной карты для замещения импортного оборудования. В ближайших планах Роскосмоса создать медицинский кластер на базе одного из предприятий госкорпорации. На сегодняшний день это прорабатывается в госкорпорации этот вопрос, чтобы предприятия госкорпорации не разрозненно взаимодействовали с медицинскими учреждениями, а это была какая-то единая организация, единая структура, которая занималась бы именно производством изделий медицинского назначения. Ответственность – это просыпаться среди ночи и просыпаться рано утром. В трудные моменты находить общий язык, держать обещания, работать в команде, учиться вечному и учить новому, ценить моменты, когда мы вместе, уметь радоваться настоящему и смело смотреть в будущее. Быть всегда рядом, чтобы каждый клиент чувствовал себя уверенно и спокойно. Сбер. Всегда рядом. Время обзора международных новостей в большом космосе. Приветствую традиционного ведущего этой замечательной рубрики, расширяющей наши познания о мире, Александр Баулин, главный редактор экспертного медиа про космос. Саш, привет, рад тебя видеть. Николай, здрасте. Ну, время в прямом эфире дорого, начинай. Китайский пилотируемый корабль Шэньчжоу-14 пристыковался к китайской же орбитальной станции Тянгун, и это будет полугодовая миссия, в течение которой китайские космонавты пристыкуют два лабораторных модуля Вэньтянь и Мэньтянь, извините, если с произношением. Горжусь тем, что ты выучил эти названия. Это самое сложное было сегодня. И фактически у них будет уже полноценная орбитальная станция. Она, конечно, не такая большая, как МКС, но для одной страны, мне кажется, вполне. Китайцы могут сказать «поехали» в очередной раз. Да. Молодцы. Значит, следующая новость касается телескопа Джеймса Уэбба. Мы знаем, что он долетел, раскрыл стекла, раскрыл зеркала, и 12 июля он должен начать работу. Сейчас он тестовые снимки снимает, а будет снимать вот в лучшем разрешении в своем диапазоне. Не в это ли зеркало что-нибудь ударилось? Представляете, да, микрометеорит ударился вот в один из этих секторов. У него зеркало, к счастью, не единое, а из лепестков. Я подозреваю, что он даже умеет там собирать, если там с одним из лепестков что-то случится, но чтобы достичь рекордной чувствительности, конечно, они все должны работать. Сказали, что, в общем, получится рекордное разрешение, но удивляются. До этого было 4 соударения с микрометеоритами, и они были очень небольшого размера, это все предусматривалось, все нормально. А это был, во-первых, крупный метеорит, во-вторых, 5-й уже. Вот вы представляете, там 2 года... Повезло так повезло в кавычках. Да, но просто спектр РГ там работает 2 года, о котором вы вот только что разговаривали с Александром Лутовиновым и Михаилом Котовым. И с Михаилом Котовым, да, и вот пока... Стучим по дереву, да. Следующая новость. По голове, если только, да. Значит, у нас сегодня должна была полететь грузовая миссия на МКС, Cargo Dragon, да, просто Dragon, пилотируемый корабль Dragon, компания SpaceX должен был отправить грузы. Отложена миссия, полетит не раньше, чем 28 июня, это, видимо, на мой день рождения решили переложить. Обнаружили пары мономил гидрозина, то есть это топливо его, оно у нас гептил, который диметил, а у них монометил. И вот что-то какая-то подучая у американских кораблей, Starliner, который боинговский, там все время с клапанами были непорядки, а тут вот подозревают, что тоже с клапаном, вот, разбираются, ну, вот
как-то вот пока... Ну что ж, весь мир ждет подарка к твоему дню Да, рождения. я надеюсь, что все исправится. Ну, что, мы успеваем с последней Ну, очень новости? коротко, да. Очень коротко, ярко, эмоционально. Во-первых, я пользуюсь возможностью рассказать про миссию Капстон. По-моему, еще не было. Вообще шикарная идея. Берется легкая ракета «Электрон», запускается ее 25-килограммовый спутник, но на орбиту Луны. Да? Почему это важно? Потому что на этой орбите хотят расположить лунную станцию Gateway. И сейчас проверяют, действительно ли там также она будет двигаться по орбите, со связью все будет нормально. Но новость в том, что пуск перенесен. И меня это, конечно, должно огорчать в человеческом плане, но это радует, что вот когда люди говорят, вот у вас там запускаются пуски к Луне, вот время есть. Вот у всех как бы не очень, просто все-таки далековато, да, там 380 тысяч километров. Вот, Саша, так что ждем. Спасибо, ждем. Продолжаем разговор о мечтах. У школьника с полуострова Ямал Макара Янжиевского была мечта, и с помощью Роскосмоса она стала реальностью. В детстве Юрий Гагарин очень любил самолеты и уже делал их сам. Не настоящий, правда, из бумаги. Запускал их из школьного окна и представлял, как сам будет пилотом. Самолетик первого космонавта, который он сделал из чугуна, сейчас находится в музее. Но я хочу вам рассказать историю другого лайнера. Он тоже не настоящий, но очень важный. Это Макар. Он живет на Ямале и, как только разобрался с алфавитом, решил написать письмо космонавтам. Он уверен, что космос фиолетовый, очень красивый и совсем не страшный, потому что его охраняют космонавты. Самой главной мечтой Макара стало отправить письмо на МКС, чтобы хранители космоса узнали, как ими восхищаются. Хэштег «Письмо в космос» объединил в соцсетях десятки публикаций, где ребята и взрослые со всей страны поддержали Макара, чтобы приблизить письмо к адресатам. И знаете что? Им это удалось. Самолетик с письмом Макара долетел до Олега Артемьева, который сейчас находится в экспедиции на МКС. С Земли мечта добралась до космоса. Макар, твоя мечта осуществилась. Привет тебе с МКС. Теперь у Макара уже новая мечта – попасть на Байконур, увидеть старт ракеты и уже лично познакомиться с космонавтами. Ну что ж, действительно, с Роскосмосом мечты сбываются. У нас в студии Елизавета Бондарчук, Полина Лещинок и Алина Муратова. Все они не так давно по приглашению главы Роскосмоса в составе большой группы школьников Донбасса побывали на Байконуре. Уверен, эмоции до сих пор, что называется, зашкаливают. Ну, по порядку, делитесь, восторгайтесь. Что было самое интересное, что запомнилось? Хотелось бы, наверное, еще раз это повторить. Ну, с кого начнем? Алина. Давайте да, с меня. Ты была в прямом эфире пуска грузового корабля, человек опытный. Начинай. Ну, наверное, самое удивление, вот прям максимальные эмоции, это было во время запуска ракеты. Ну, то есть это совершенно другое, когда ты смотришь на видео. То есть когда ты смотришь в Ютубе, в интернете, ты смотришь и думаешь, ну, взлетела так взлетела, Ну, какая разница. Живьем-то, а? Мощь, красота. А когда ты вживую, ты стоишь, и у тебя сердце внутри трясется, и в самом начале, вот что для меня было на самом деле удивление, это когда она взлетает, и там был вот этот взрыв. Я сначала подумала, что что-то пошло не так, но потом, когда она взлетела, это было фантастически. Прошло штатно. Лиз, Полина, ваши Ну, я была воспоминания просто о Байконуре, да? счастлива, что я это увидела. Такие эмоции непередаваемые, просто ощущения, никогда такого не испытывала. Такие эмоции именно в такое непростое время для Донбасса испытать это что-то с чем-то. Спасибо большое, Я Роскосмосу. присоединяюсь к вам, девочкам, согласна то, что это неимоверно незабываемые эмоции на всю жизнь. Каждый день у нас там был насыщен, была насыщенная программа. Вы же посетили там целый ряд объектов, музеи всевозможные. То есть вам там не Стартовые давали площадки. буквально, так сказать, свободные минуты. Да, программа была просто безумно интересная. И насыщенная. Я благодарна всем руководителям, всем сопровождающим, Роскосмосу за то, что нам, Золотые слова, да. нам дали такую возможность посетить неимоверное чудо, ну, как бы для Ну, нас. в общем, чудо, конечно, да. Да, и увидеть это все вживую. Ну, девочки, я не могу не спросить, о какой профессии вы мечтаете? Ну,
Не обязательно говорить, что о космонавтах. Скажите правду. Но я хочу стать журналистом или дипломатом. Прекрасный выбор. Я хочу стать бизнесменшей. Тоже очень хорошо. Да, а вы? отлично. Я хочу пойти в МВД. Ну что ж, разные сферы, но все одинаково интересны, и уверен, в каждой из них можно принести максимум пользы Родине, стране. Спасибо большое. Давайте скажем еще раз спасибо Роскосмосу, генеральному директору корпорации, спасибо Байконуру. Ну и спасибо вам за то, что вы такие любознательные, молодые, талантливые, и все у вас впереди. Спасибо Спасибо большое. вам огромное. А теперь давайте смотреть традиционный обзор «Объекты Вселенной». Колдуэлла 70 – спиральная галактика в созвездии Скульптора. Именно в этом южном созвездии находится ближайший к нам кластер из галактик. До него примерно 6 миллионов световых лет. Колдуэлла 70 состоит из большого разреженного диска из старых звезд. Диаметр галактики 94 миллионов световых лет, чуть меньше нашего Млечного Пути. Впервые этот звездный мегаполис был обнаружен Джеймсом Данлопом 5 августа 1826 года. В центре видно яркое плотное ядро галактики, окруженное широкими темными полосами пыли, смешанной с кольцом из звезд. Рядом с центром галактики астрономы обнаружили редкую двойную систему, состоящую из массивной звезды типа Вольфа-Рая и черной дыры. Орбитальный период обращения этих уникальных объектов Вселенной составляет 30 часов. Черная дыра поглощает вещество звезды-компаньона. В ходе этого процесса материя разогревается до температуры в миллионы градусов, что сопровождается активным выделением рентгеновского излучения. Колдуэлла 70 занимает на небе такую же область, что и полная Луна, и хорошо видна даже в любительский телескоп. Вы смотрели «Большой космос». Спасибо за внимание. Обязательно увидимся скоро на информационной орбите. Пока. Ответственность – это просыпаться среди ночи и просыпаться рано утром. В трудные моменты находить общий язык, держать обещания, работать в команде, учиться вечному и учить новому, ценить моменты, когда мы вместе – уметь радоваться настоящему и смело смотреть в будущее. Быть всегда рядом, чтобы каждый клиент чувствовал себя уверенно и спокойно. Сбер. Всегда рядом. Госкорпорация «Роскосмос» и российский бренд одежды ДНК представляют совместная капсула одежды космического масштаба.